Часть леса все-таки останется в Заречье. Зеленую зону, где планировалось разместить участки для домов многодетных семей, решено оставить в первозданном виде. Такие изменения будут внесены в проект планировки территории. Подробности выясняла Анастасия Ходкова. О том, что скоро здесь построят дома, пока говорят только небольшие ограждающие столбики, утопающие в снегу, да вырубленный кустарник. На площади за улицей Олимпийской размежованы 353 участка для многодетных семей. 233 уже в собственности будущих жильцов. Многие ждали своей очереди годами, чтобы получить заветные метры земли. Я обычно не считал, мы встали на учет. И вот только в этом году, я не знаю, не меньше 6-7 лет так точно, наверное, если не десяток. Потому что уж это старшему 12. Вообще-то надо, чтобы у всех была возможность. Многодетным, конечно, надо тоже. Даже в трехкомнатной, я не могу сказать, что тесно, но уже будет скоро тесновато. Однако благо для одних обернулось недовольством других. Череповчане встали на защиту леса, который вырубили, чтобы проложить подъезды к участкам. Местные жители не хотели терять одну из зеленых зон в Заречье. Как оказалось, по градостроительной документации еще 1977 года эти территории были распределены под жилую застройку. К тому же, по документам лесоустройства, информации о том, что здесь лес, нет. Когда людей в городе стало больше и понадобилось построить больше квадратных метров жилья, в генплан 2006 года внесли изменения, подтверждающие за этой землей статус жилой зоны. И после указов президента о мерах поддержки материнства и детства участки здесь предоставили многодетным семьям. Раньше на северо-востоке этих территорий, рядом с воинской частью, располагалась радиолокационная установка. Разумеется, для такого рода военного объекта была необходима охранная зона без жилых домов и зон отдыха. Когда установку демонтировали в 2015 году, эту территорию наконец передали городу для дальнейшего распоряжения. Земель, которые можно выделить многодетным, в городе очень мало. Всего несколько площадок в Заречье и Зашихнинском районе. Тем временем в очереди на участке на сегодняшний день стоят больше 1500 семей. На выделенных территориях можно было бы разместить почти все необходимые участки. Но после множественных обращений горожан с просьбами остановить вырубки, власти решили пойти на компромисс. Принято решение оставшиеся 26 гектаров не межевать и не предоставлять многодетным семьям. Они будут выведены, и будет подготовлено в течение этой недели постановление о размещении на этой территории. Будут внесены изменения в проект планировки, не в генеральный план. В проект планировки будут внесены изменения, там будет рекреационная зона. Поэтому часть зеленой зоны в Заречье все-таки останется в том же виде, в каком она есть сейчас. А вот почти 150 участков, которые должны были расположить на этой площади, придется планировать в других местах Заягорского района, что будет сделать не так-то просто. Анастасия Ходкова, Денис Катамин. Новости.